Всем привет! Меня зовут Галя, и мы продолжаем плетение композиции «Ледяные розы». В этой части мы сплетем с вами листики, дополнительные веточки, а также соберем композицию. Для листиков нам понадобится два оттенка бисера. В моем случае это темно-зеленая рубка и светло-салатовая рубка. Это китайская сатиновая рубка. Для листиков нам понадобится осевая проволока длиной где-то 10-15 сантиметров и также рабочая проволока 0,4 диаметра. Итак, как обычно, выделяем осевую проволоку и рабочую. Не отрезая от катушки, рабочую проволоку обматываем вокруг осевой. Так получается. Дальше от осевой проволоки отрезаем проволочку рабочую от катушки длиной где-то 90 сантиметров. Листики будут двух цветов, темные и светлые. На примере темно-зеленого листика я покажу вам, как плести. Остальные листики плетутся все аналогично. Размеры я скажу все позже. На осевую проволоку набираем 2 сантиметра светло-салатового бисера, в моем случае рубку. Далее на рабочую проволоку я наберу одну бисеринку, одну рубку зеленого цвета, одну-две рубки салатового цвета, дальше также одну-две рубки темно-зеленого цвета, одну рубку салатового цвета и побольше зеленого в конце. Спускаем все это к осевой проволоке. Так получается. Нужно проплести заостренный верх. Для этого рабочую проволоку кладу под углом 45 градусов по отношению к осевой. Изнанка смотрит на меня, поэтому я рабочую проволоку кладу под осевую. Закрепляем. Здесь можно с зеркальным отображением проплести, набирая точно в такой же последовательности цвета бисера. Заканчиваем первую пару дуг. Дальше проплетаем еще 3 пары дуг. Там уже смотрите сами, в каком месте вы будете делать вкрапление светло-салатового оттенка. Вот. Напоминаю, что мы плетем темно-зеленый лепесток, поэтому преобладать должен цвет темно-зеленый. Четвертую пару дуг проплетаем одним базовым цветом, в данном случае темно-зеленым. Далее будем проплетать небольшие отступы. Я оставлю где-то вот такое количество зеленого бисера и наберу еще немного бисера салатового. Салатовый цвет набираем где-то чуть больше середины лепестка, вот на таком расстоянии. И теперь проволоку рабочую с лицевой стороны на изнаночную заводим за последнюю дугу, таким образом, и закрепляем. Дальше здесь я продолжу плести салатовым цветом чуть больше, чем на предыдущей полудуге. Опускаемся вниз. Вот так, чуть больше. Лишнее уберу и закончу полудугу вот это вот темно-зеленым цветом. И точно так же симметрично нам нужно проплести с этой стороны. С этой стороны я не буду делать вот такие вот включения светло-салатового цвета, оставлю все зеленым. Дальше продолжим с этой стороны салатовым цветом. Будем делать еще один отступ чуть ниже.
То есть как бы получается, что листочек у нас подмороженный с краю с одной стороны. На этом уровне оставлю, остальное уберу лишнее. И также продеваю проволоку за последнюю полудугу. Ну, такое количество я здесь оставлю этого цвета и продолжу плести зеленым. С другой стороны симметрично точно так же плетем. Но здесь мне вот хочется сделать вкрапление салатового цвета. Тоже уже когда будете плести, вы сами будете чувствовать, в каком месте какой цвет добавить. Заканчиваем плести, хвостик проплетаем. Если проволока осталась лишняя, отрезаем. Вот, это, наверное, даже я вам, наверное, много сказала, где-то около 60, наверное, надо отрезать до маленького. Ну, 90 где-то ориентировочно на большие листики, это маленький листик. Осевую проволоку отрезаем. Изнанку, как обычно, загибаем назад. Вот такой листочек получился. На одну веточку нам понадобится 3 таких листика. Только, смотрите, один листик зеленый и один листик светлый. То есть базовый цвет будет светло-салатовый. Вот. И большой листик точно такой же, который будет посередине, тоже светлого цвета, только плетется точно так же аналогично, только на ось набираете уже 3 сантиметра бисера или рубки в данном случае. Итак, давайте соберем веточку. Возьмите маленький лепесточек, кусочек тейп-ленты, замаскируем ножку, совсем немножко, и немножечко, оставляя где-то сантиметра 3-4, лишнее убираем. То же самое делаем у второго маленького листика. Далее берем большой листик и небольшой стержень. Стержень у меня длиной где-то 15 сантиметров. Вот такой вот. Ну, впоследствии, может быть, мы его при посадке обрежем. Вот. И с помощью тейп-ленты далее крепим. Промотали где-то сантиметра 3. Крепим по бокам маленькие листики. Смотрите только так, чтобы тот кончик листика смотрел в противоположную сторону от веточки. То есть мы его вот таким образом прикрепляем. С другой стороны прикрепляем другой листик на этом же уровне ориентировочно. И все хорошенечко проматываем до конца тейп-лентой. Таких веток нам понадобится 4 штучки. Для веточек декоративных, которые будут входить в композицию, нам понадобится либо 2 цвета бисера, либо в моем случае бисер и биконусы. Биконусы маленькие у меня где-то 0,3 мм, такие вот стеклянные, очень красиво переливающиеся я подобрала. Можете использовать голубой бисер. И вот такой вот бисер прозрачный, перламутровый, с радужным таким отливом, на свету очень красиво переливается. Вы тоже можете подобрать что-то такое зеркальное, ледяное. Далее нам понадобится проволока 0,3 диаметра. Отрезаем проволоку где-то около метра. Я делаю это на глаз. И теперь нанизываю на кончик проволоки 5 бисерин серебристого оттенка. Оставляем кончик где-то сантиметров 10-15 проволочки. Вот. И проплетаем петлю. И делаем скрутку где-то около 1 сантиметра. Так получается. Дальше берем 3 биконуса, или если у вас не будет биконусов, можете взять также 5 бисерин голубого цвета. Ну, где-то 2 или 3 сантиметра оставляем и проплетаем следующую петельку
И так проплетаем, чередуя белый с голубой, белый, голубой. И так, чтобы в ряду получилось 3 бубончика с белым цветом, 3 бубончика с голубым. Вот так вот должно получиться. Далее эти все тычиночки, так скажем, прокрутим где-то на миллиметров 5. Так должно получиться. Пускай пока они будут скрученные. И на таком расстоянии, где-то сантиметр, также проплетаем еще 6 вот таких бубосиков, чередуя голубой, белый, голубой, белый. Получилось вот так. И точно так же на оставшуюся проволоку проплетаем 6 таких тычинок и собираем их в пучок. Все сплетено. Теперь вот эти все 3 пучка скручиваем между собой. Остатки проволочки прокручиваем. И теперь просто нужно будет распределить все тычиночки. Такая вот веточка получается дополнительная в композицию. Сколько таких веточек нужно будет, уже я вам скажу при сборке. Итак, когда все составляющие композиции готовы, можно приступить к сборке и к посадке данной композиции. Сажать я свою композицию буду вот в такое вот кашпо. Это кашпо очень легко делается. Кстати, если кого заинтересует, можете пройти по ссылочке, либо здесь будет в подсказках выплывет, либо внизу под видео в описании. Вот, проходите, обязательно посмотрите. Кстати, вот таких вот одуванчиков, таких вот соцветий должно быть 8 на 4, из которых я нарастила вот здесь вот проволочку. А второе соцветие я соединю уже вот с предыдущим. Я сделаю так. Так. И скручу. Ну вот, должно получиться у вас 4 таких соцветия. Так как кашпо с дырочками, естественно, композицию заливать гипсом сюда смысла нет. Для этого я вот подобрала вот такую вот пластмассовую чашечку, которая хорошо, идеально подошла мне по размеру. Я ее сюда вот сейчас вот так вот вставлю. Вот. Утопила ее и уже в чашечку буду собирать композицию и заливать гипсом. Ну вот, друзья, залила я свою композицию в пластмассовую чашечку. Снимать я этот процесс не стала, так как видео бы получилось очень длинным. Но вкратце, конечно, расскажу. Брала кусок прям пластилина в комок и втыкала в него все элементы композиции. Вот. А потом наливала в эту чашечку гипс, и уже этот комок сформированной композиции сажала в эту чашку, в гипс. Вот. Принцип сборки такой. В центре вы сажаете синюю розу, по бокам от центральной розы сажаете голубую напротив голубой, белую розу напротив белой розы. Там, где стык между двумя розами, сажаем листья. Здесь с этой стороны то же самое, по 4 сторонам. И между этими розами вставляем вот эти вот соцветия голубые. Вот, когда гипс у меня схватился, очень легко из этой пластмассовой чашечки вынимается гипсовая заливка. Вот. Я ее полностью просушила, этот гипс, и покрасила его в серый цвет, в цвет кашпо. И это все я сажаю в мое кашпо. Да, еще забыла сказать, при заливке высоту композиции я регулировала по высоте кашпо. Ну, так вот у меня получилось. Каждая розочка должна располагаться там, где угол у кашпо.
Вот так получилось у меня. А листочки должны по бокам, то есть располагаться по кругу. Так, думаю, я доступно объяснила. Сейчас еще раз вам покручу. Если что-то непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях. В итоге получилась у меня вот такая вот композиция. Почему-то она у меня ассоциации возникает с льдом, так как подмороженные как бы листики у меня получились. Ну, назвала я ее поэтому композиция «Ледяные розы». Вот. Если вам понравилась моя работа, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, пишите комментарии, а также проходите по ссылочке внизу под этим видео в описании на мой второй канал. Буду рада подписке и лайкам. Вас еще ждет очень много интересных работ. Всем удачи! Пока-пока! Thank you.